Но Фрида должна вам пару лайков. Да. Будем Думаю, все использовать. Все лайки будут Фриды. Будем Жалушка моя. использовать. Так. Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас супер необычное видео и супер необычные слепые затесты. Со мной Ульяна. Всем привет. Ульяна моя невестка. Фрида член семьи. Да. Она не могла пропустить это событие. Друзья, и по сути Ульяна ставит надо мной эксперимент. Да, мы решили проверить, насколько Викин парфюмерный опыт поможет ей стать хорошим дегустатором вина и сомелье. Возможно, это будет ее будущая профессия. И вообще, насколько мой парфюмерный опыт, он основывается на реальности, потому что мы будем тестировать вот такой набор. Ой. Так, Жан Ленуар, да, его создатель. И здесь 54 аромата. Набор для тех, кто любит вино. Здесь те ингредиенты, те ноты, которые используются в парфюмерии. Здесь есть роза, миндаль, жасмин, древесные ноты. Цитрусовые, да. И здесь прям вот чистая вот эта вот нота, эссенция конкретно вот этих вот ароматов. И мне самой всегда было интересно, ведь мы угадываем, вот рассказываем, описываем ароматы и говорим, здесь там сандал, здесь роза, но по сути, кто из нас, да, вот я думаю, единицы из парфюмерных блогеров или просто любителей парфюмерии этот аромат, эту эссенцию в чистом виде нюхали. И вот сегодня мы узнаем, насколько мои описания ароматов близки к реальности. Мы уже с Ульяной попробовали, мы попробовали всего два бутылька. Здесь вот такие вот бутылечки. Смотрите, я вам все покажу. Бутылечки. Вот здесь вот номерочек есть. И вот эта книга, вот здесь, да? Да. Вот есть такая книга, и здесь под каждым номером написано, что это за ингредиент, что это за нота. Вот, соответственно, Ульяна мне будет давать, я буду пробовать и говорить. И мы уже 2 попробовали. И из 2 1 я угадала. Мед я вообще не узнала. Мне казалось, что это чернослив. А вот я узнала миндаль, но не сразу. Ульяна, кстати, мне чуть-чуть подсказывала и говорила, это какой-то орех. Она такая, да. То есть, чтобы уж совсем, да, мы не затянули и не проваливались, все-таки чуть-чуть Ульяна будет меня направлять. Да, хотя бы так подмигивать, типа тепло или не вообще холодно. Вот, я буду пытаться угадать следующим образом. Называть группу ароматов, да, древесные, цитрусовые, цветочные, и потом пытаться... Возможно, животные? А еще и животные тут есть? Да. Ну ладно. Возможно, животные. И хорошо, что сказала, а то бы я ходила вокруг цитрусовых все время. Заканчиваю эту игру. Вот. И то есть я буду угадывать группу, и потом Ульяна мне будет подмигивать, там я или совсем не туда пошла. И таким образом мы узнаем. Ну все, давай, не затягивать. Да, ты-то будешь знать, что я угадываю. Давай. Номеров 54 выберешь первый какой-то номер. Может, есть счастливый. Давай вот 12-й. Давай 12-й. Ой, Фрида. Мой сладкий. Так, короче, давайте, 12. Давай. Сейчас. Сейчас я свою подсказочку смотрю. Да. Это первая реакция, всегда у меня такая. Ну давай сразу, направление. Это... Сначала мне показалось, это цитрусовое вообще, но оно слишком сладкое для цитрусов. Сейчас надо глаза закрыть. Давай. Да, я перечислю, какие здесь заявлены направления. Это фруктовые, цветочные. Это, мне кажется, фруктовые. Растительные, пряные, да, ты правильно. Животные и жареные. Жареные. Курица? Ну, это курица. Но это тут именно жареные. И животные отдельно. Вот если бы животные жареные, возможно, была бы курица. Ну, это что-то фруктовое. Да. Ты верно. Верный путь. Мне сначала показалось, что это цитрусовое, но это слишком сладко для цитруса, поэтому это что-то кисленькое, сладкое, очень сладкое. Это не яблоко. Яблоко я узнаю, наверное, его не люблю просто. Ну давай тоже такую небольшую подсказку, что фрукты, оно в себя еще объединяет ягоды. Да, я поняла. Да, кстати, вот это сладенькое, это земляника.
Или малина, или Ну вот, клубника. да, Определиться да, надо. да. Клубника? Да. Это клубника? Да. Ты-ты-ты. Ну, я не знаю, ты мне очень много подсказывала на самом деле, потому что я пошла вообще куда-то во фрукты. Ну вот смотри, мы вчера с тобой понюхали вот этот аромат фламенко. Мгм. Вот что-то вот от этого есть? Да, Да? да, есть. Там просто во фламенко база какая-то древесно-специевая, что ли, а здесь прям клубничка. Мгм. Мы просто вчера тестили один парфюм, который в старте, он так здоровски звучит клубникой, и как раз я искала что-то похожее, и с таким удовольствием смачно набрызгала себе на руку, и когда ехала домой, хотела уже просто выпрыгивать из машины, оставить руку за рулем, самой удалиться. Купить руку. Так, ну что, поехали дальше. Поехали. Давай ты мне чего-нибудь. Я просто боюсь, что... Знаешь, что я хочу угадать? Мгм. Розу. Ты Ну, мне я сейчас не не буду давай. тебе сейчас ее давать. Да. Так, ну давай. Просто это то, что часто встречается в парфюмах. Вот смотри, давай так. Мгм. Мои любимые ноты в парфюмерии. Давай, Угадаю ли я давай. их? Это интересно. Я люблю жасмин, я люблю розу, ну, миндаль я уже угадала, я люблю кожаные ноты, я люблю кожу, розу, кофе. Ну нет, кофе не очень. Ну, давай вот пока эти я... Все, давай. Вот. Номер 4. Открывай. Что так интересно, в инструкции написано: ни в коем случае не перепутайте крышечки. Ну Это да. прям очень важный Ну у них да. момент. Крышечка уже. Блин. А ну знаешь, она какая-то не очень летучая, вот что я тебе хочу сказать. Ну давай, это фрукты, овощи. Нет, мне кажется, это что-то, вот то, что в базовых нотах используется. Это типа... Блин, вообще не могу. Яблоко, что ли? Это фрукт? Да, фрукт, но не яблоко. Ну, не яблоко, да? Нет. Груша. Это очень похоже на яблоко. Но это именно фрукт. Вот это я чувствую, что это не ягода, она не Хочешь, сладкая. я дам тебе яблоко, и ты на сравнении с яблоком? Не надо. Все равно я думаю, что вот все эти ароматы, ингредиенты и в парфюмах, и здесь, они не совсем похожи прям на реальные, потому что все-таки это эссенция, это Ну да. масло. То есть тут я даже как бы я реально могу, ну, это будет далеко от реального яблока, например, да? Но мы-то сейчас именно мои парфюмерные больше способности. Да. Я сама хочу проверить, что я там вам рассказываю. Может быть, это все фантазии. Блин, ты что-то знакомое вот сейчас. Какое-то не очень. Оно летит. Вот то прям. Мгм. Ну да, некоторые прям больше распространяются. Ну что? Не-не-не, подожди, это что-то очень знакомое. Ну, хочу сказать, тут все очень знакомое, поэтому вот эти вот описания аромата, это очень знакомое не считается. Надо было как в шахматах брать вот этот вот будильничек. Сейчас, подожди. Ну, мы это отрежем что-нибудь там, если слишком долго. Ну, да нет. Просто надо... Там есть что-то еще терпкое, вот надо описывать. Это что-то еще терпкое, ко всему прочему. Почему мне и показалось, что это яблоко. Но еще что-то есть там с зеленцой такое. Блин, мне яблоки и груши одни в голове. Ну, давай фрукты просто перечислять. Какие ты знаешь фрукты? Яблоко, груша, манго, апельсин. Ну, это к цитрусовым относится. Мандарин к цитрусовым. Ну, немного у нас фруктов, я тебе хочу сказать. Ну, давай, расширяй свой диапазон. Возьми не только Питер. Ну, есть манго, есть какая-нибудь, не знаю, кокос. Ну, я уже отсюда начала его чувствовать. Ты говоришь, что не летучая, и до меня дошло. Давай Ну, это не кокос. продолжаем перечислять фрукты. Вспоминай все, что ты знаешь. Блин, вообще не могу вспомнить. Я даже фрукты... Экзотический фрукт. Ну да, какая-нибудь гуава. Это большой фрукт достаточно. Папайя? Нет. Я просто тупо уже перечисляю фрукты. Гуава, папайя. Господи. Он такой большой и с таким хвостом. Ананас! Да.
Точно! Вот это секрет этой игры, когда ты нюхаешь аромат, вообще не понимаешь, ну как стоит Блин, это только же произнести, ананас, это же вообще... сомнений никаких не остается. Вот тут, слушай, вот про мед я еще спорила, Да. потому что там правда, ну как бы он пах черносливом, а чернослив медом. Ну, мед все равно, он бывает же разный, Да. и поэтому, вот, наверное, Это явно, специфика Анна. вкусов. Друзья, Кто- вот если я вам говорю вам в роликах предыдущих ананас, знаете, что возможно... Это был не он. Мгм. Но у меня также вот с Фредериком Малем была точно такая же ситуация. Я чувствовала исключительно какие-то бальзам какой-то Мгм. постоянно. Я прям вообще готова была спорить со всеми, что у меня был эффект такого согревания от бальзамов, которым вот ты растираешь мышцы, чтобы согреться. Потом я прочитала в пирамиде, что там ананас. И теперь кроме ананаса вообще ничего не чувствую. Я только чувствую ананас. Ну да, это ананас. А у меня вообще... Я уже гуаву вспомнила, папайю. Удивительно, это же достаточно распространенный Да, фрукт. ананас у нас есть. То есть я иду, вот я такая зашла в питерский отдел и думаю, все, я перечислила яблоки, груши, мандарины. Чего ты хочешь? Кокос даже сказала. В аптеках это может продаваться. Ромашка. А в аптеках такие Календула. настойки такие. После употребления этого некоторые люди Боярышник? превращаются в Это животных. боярышник? Да. Честно скажу, я боярышник прям не знаю. Я даже парфюмов с боярышником один сейчас вспомнила, недавно отзывы смотрела. Тот, который у Киллиан, сейчас на место его пришел After Sunset, а до этого вот был какой-то Киллиан Me Slowly, вот там был боярышник. Интересно, я не Ну, это встречала. я просто увлеклась Киллианом. И очень много отзывов на этот аромат посмотрела. И вот там была нота боярышника, но я его никогда не пробовала, этот аромат конкретно. Интересно. Ну, что-то в нем есть такое бальзамичное. Ну, возможно. Так, номер 2. Ну, боярышник, это, конечно, вы экзаменатор прям валите. Сейчас это более в легком пойдем. Блин. Я это знаю. Нет, они мне прям сейчас с боярышником чем-то похожи. Тут есть что-то цитрусовое. В Это правильном цитрусовые? направлении. Это цитрусовое. Короче, это апельсин, грейпфрут. Да, Апельсин? грейпфрут. Грейпфрут. Чуть горчинка. Так да, есть. удивительно, действительно, что вот все цитрусовые, ты понимаешь, что это цитрусовые, но у них есть свои все-таки такие очень яркие отличия. Так, 28. Сейчас, просто они, знаешь, мне вот то, что они мне одинаково стартанули, это значит, что у меня там рецепторы уже немножко... Да, конечно. Сейчас. Фрида тут придремала, но стоит ее куда-нибудь отложить. Она исключительно хочет быть в кадре. Мы вчера обсуждали, помнишь, Веронику Степанову, она прямо... Что-то эта тема ей вообще не зашла. Больше на психологию ориентирована. Конкретно Вероники Степановой. Она смотрит с тобой ролики Степановой? Конечно. Понятно. Ну это цветочное. Мгм. Но это похоже на помадную розу. Да, это роза. Это роза? Это роза. Ну вот видите, друзья. С розами. Не зря ты говоришь, что ты любишь ароматы с розой. Да, ну я прям разные розы люблю, прям все вместе мне бухните. Но вот мы играли в большой компании, нас было 5 человек, и мы все по кругу пускали этот аромат, и никто не догадывался, никто. Вот это вот было в мозгу, свербило, что мы знаем, но никаких ассоциаций. Как только мы прочитали, что это роза, блин, ну конечно, это роза. Ну как можно было не догадаться, что это роза? Как ананас. Ну слушай, тут на самом деле я не думала, что роза, она прям, как я и сказала, помадная. Она как будто бы уже с какими-то... Да. Как будто там есть древесная база. Я сейчас начну раскладывать.
Я очень Но люблю все-таки такое. ароматов розы тоже очень много. Вот для меня это больше такой болгарский Да, аромат. красная роза, да, Мгм. такая вот, да. Да, и она уже такая насыщенная, густая, вот то, что я говорю, помадная роза. Мгм. Все равно они все уже с каким-то вот, ну, лично для меня, это не аромат самой розы, вот живой розы все-таки. Это прям аромат больше уже эссенции вот этой. Так, пойдем дальше. 52. 52. Что-то О, Фрида о, проснулась. Твой любимый номер. Я потом скажу единственный аромат, на который она реагировала. Это кофе? Да. А с кофе я тоже купила себе парфюм, и я не понимала, что вот в нем такое, что за запах. Я никак не осознавала, куда в нем можно пойти, что это за аромат. И уже после этой игры, когда я поняла запах кофе, я сопоставила это с парфюмом, и у меня прям сложилось, как вот я в какой-то такой осенний неуютный период захожу в кофейню, где вот прям вот сладкие десерты, и вот я почему-то еще выбрала к этим десертам очень сладкий кофе. Но вот это для меня аромат не кофе вот именно такого, как мы зерна, С сахаром, а вот кофе с это именно сахаром. как сироп кофейный. Вот. Да. Прям кофе И вот очень у моих вот сладкий. этих духов у него как раз вот был именно кофейный такой сиропный аромат. Да, вот сюда еще бухнуть монталевский мускус, и это будет просто интенс кафе. Вот у Монталь такой кофе. Но мне очень нравится интенс кафе. Я просто не могу носить на себе, потому что у меня такое ощущение, что я хочу себя там съесть, себе руку откусить. Ну, он слишком натуральный. Вот у Монталь интенс кафе, друзья, очень натуральный кофе. У Black Opium немножко 41. отличается. Сейчас я пивну водички. Да-да-да. Для чистоты эксперимента. Чистой водички. Так, у меня нормально все, не заморалась помадой. Ну, это вот что-то очень знакомое. Мне кажется, у тебя где-то этот аромат, то ли от крема, то ли вот такие есть эти, которые от Зары или вот эти вот палочки для дома ароматизированные. Не думаю. Ну, это похоже. Ну ладно, давай это с направлением. Ну, это не цитрус. Нет, это не цитрусы. Цветы, Нет, это не цветы. растения. Может, это дерево. Растительно-пряные. Да? Ну, что-то такое пряное там есть. Это дерево, нет? Ну, пряные. Это пряности, да, какие-то? Это корица? Да. Вообще просто как орешки ты их щелкаешь. Не зря. Не зря все это. Ну, тут какой-то, как будто корица с ванилью. Тут есть какой-то аспект, и как будто еще там древесная база. Я не могу от этого отделаться, потому что... Но ведь корица, это же по большому счету есть кора дерева, да? Ну да, там же такие эти, да. Ну, от натуральной корицы это отличается очень. Да. Вот прям вот если взять, понюхать натуральную Ну, корицу, не то знаю, у я вас вот там... прям представляю вот эту специю, которая как раз-таки... А, я знаю, где ты это вчера чувствовала, мы чай этот Да, пили. вот, но в чае чуть-чуть другая корица. Вот Потому это что прям... там было еще дополнительный нюанс, там еще яблочко было. Там по-другому, вот, блин, бежать не хочется. Но там чуть-чуть Уже другая кончился. корица. А, все? Такой вкусный Он был. очень вкусный. Вообще, Мы самый завтра вкусный купим. чай. Я такой хочу домой А купить. теперь сложно. Сейчас тогда намахну. Тут вода, друзья, вода. Не допинг. Прием. Ты пишешь нас? Прием, да. Так, 46. Боярышник. Похоже на боярышник опять. Вот опять для меня. Нет, что-то дымное. Дай-ка я напомню себе, как это пахнет. Что-то там дымное есть. Ну, да. Какой-то есть, аспект, как будто то ли краски, вот эти чернила какие-то. Вот цепляйся за лакокрасочные.
Да, похоже. Это древесное что-то? Нет? Это животное, и там еще было жареное. Это животное? Батюшки. Мне даже интересно, что они в животное включили. Вот мы недавно это нюхали. Да, недавно мы это нюхали? Да. И как раз там у меня родилась от этого парфюма ассоциация лакокрасочная на старте. Да, я помню, но я не помню, что мы нюхали. Ну, хорошо. Значит, это не будет подсказкой. Нет, я помню, это что-то герленовское было, да, из этой их линейки бутиковой. Да, я помню, ты сказала про лакокрасочный. Это кожа, что ли, какая-то? Нет. Я не помню, да, на какой-то аромат это сказала. Я его себе брызгала на руку и тоже хотела ее отрубить. Это был мускус. Да. Это мускус? Это мускус. И вот как раз на этот аромат Фрида единственная отреагировала. Ну, сейчас, возможно, сонная Фрида никак не отреагирует. Она так носом водит. Она заинтересовалась. Просто от всех остальных ароматов она типа, посмотри, давайте-ка не будем. Она лишь ей не нравится, очередной раз доказывает, что это что-то животинкой отдает. Ну, пахнет реально лакокрасочным, но в то же время чем-то пряным. Мне, друзья, в парфюмерии, в Питере, в бутике женщины доказывали, что мускус это чисто придает аромату пудровость. Ой, Фрида, все, мы закрываем. Закрываем, не переживай. Мускус придает пудровость, пахнет персиком, и ничего в нем животного нет. Вот посмотрите. Да, и как раз мы пробовали от бутиковой линейки Герлен парфюм с мускусом, я его нанесла, и первая ассоциация у меня была именно с лакокрасочным, и ты вот тоже об этом сказала. Да, удивительно, никогда не думала, что мускус так пахнет. Значит, все-таки в парфюмах и здесь, в принципе, одинаковые ингредиенты. Ну да. Вот с ананасом, конкретно про ананас, у меня всего один аромат. Но для меня он похож именно вот тот, который у меня Фредерик Маль. Номер 5. Да что-то знакомое. Да. Сколько раз я сказала эту фразу. Ну, кстати, не так много. Не, ну это прям что-то такое конфетное. Значит, что-то ягодное. Нет. Фруктовое. Да. Ну, сладенькое. Да. Такой-то очень сладенький фрукт. Тропический какой-то? Или наш? Тропический? Ну, тропический, к которому мы очень в России привыкли. Ну, это же не манго. Нет. Ну, не знаю, в какой ты России там живешь, что ты там к манго привыкла. Мы привыкли к этому фрукту. Да. Сейчас опять у меня все вылетело, кроме яблок. Банан. Да. Банан. Да. Точно, да, это же сладенький банан. Ну, вот это прям такой вкус жвачки вот здесь Да. вот банановой. Вот я не могу сказать, что прям вот банан вот он именно пахнет таким образом, но вот именно в той ассоциации, как нам предлагает банан продуктовая промышленность, там жвачки какие-то, леденцы банановые, вот это прям точно этот аромат. Да. Ну или сушеный банан. Да. Все-таки, когда используют эссенцию, они, скорее всего, его как-то высушили и потом выжили из него. Сушеный банан вот похоже. Ну, немножко я, конечно, не спортивно поступила, я же стала перечислять. Я прям в этот момент захожу куда-нибудь в наш магаз, иду в отдел фруктов и такая... Так. Ну да, там редко, конечно, ананасы бывают, поэтому... Да и манго, знаете ли. А банан это часто, да. Ну, в принципе, наравне с яблоками мы... Я уже даже его тропическим не считаю. Ах, вот что тебя в другом направлении повело. Просто хочется сказать фразу, это что-то знакомое. Ну вот это прям летучее. Блин, ну это очень, на самом деле, сложно. О, вот это вот будет интересно. Это будет очень сложно, но очень интересно. Вряд ли они как рандеву сделают. Такие две похожих, ну типа это наркосис вертус, а это перфюм сакс.
О, Так уверенно о нем всегда говоришь. И мне прям всегда, когда ты про него его описываешь, мне ты правда знаешь, как он пахнет?